Представьте себе растение высотой с небольшой дом. Оно возвышается над человеком, образует настоящие зеленые джунгли и ежегодно становится причиной множества серьезных ожогов. Одни считают его настоящим монстром, другие уверены, что оно обжигает даже на расстоянии. Но действительно ли все это правда? Вы на канале «Лесное дело». Сегодня мы поговорим об одном из самых известных и одновременно самых опасных растений наших широт – борщевике. Вы узнаете, почему он стал настоящим бедствием, как отличить его от похожих растений, чем он действительно опасен, зачем его все-таки собирают и можно ли использовать его с пользой. Название борщевик появилось задолго до того, как растение стало вызывать страх. Несколько столетий назад некоторые виды этого растения использовали в пищу. Молодые побеги и листья добавляли в супы и похлебки, а по одной из версий именно от этого растения произошло название знаменитого блюда – борща. Но важно понимать одну вещь. Борщевик – это не одно растение, а целый род, который включает десятки различных видов. Среди них есть сравнительно безопасные, а есть такие, которые представляют серьезную опасность для человека. Самым известным считается борщевик Сосновского. В середине 20 века его начали выращивать как перспективную кормовую культуру. Ученые рассчитывали, что благодаря огромной зеленой массе он поможет увеличить производство кормов для сельского хозяйства. Казалось, что найдено идеальное растение. Быстро растет, неприхотливо и дает большой урожай. Но очень скоро стало понятно, что эксперимент оказался ошибкой. Борщевик оказался невероятно живучим. Одно взрослое растение способно образовать десятки тысяч семян. Они легко разносятся ветром, водой, животными и даже колесами автомобилей. В результате растение быстро захватывает поля, обочины дорог, берега рек и заброшенные участки, вытесняя местные виды растений. Но возникает интересный вопрос. Если борщевик настолько опасен, почему некоторые организации все же его собирают? Оказывается, благодаря огромной скорости роста и большому количеству зеленой массы ученые рассматривают борщевик как ценное техническое сырье. Сегодня проводятся исследования, в которых из него получают биоэтанол, топливо растительного происхождения. Также растения изучают как источник технической целлюлозы, биоугля и сырья для производства некоторых современных материалов. Иногда борщевик используют и для приготовления компоста или органических удобрений. Однако здесь существует серьезная проблема. Если нарушить технологию переработки, семена могут сохранить всхожесть и вместе с удобрением попасть на новые территории. Именно поэтому подобная переработка требует строгого соблюдения специальных правил. Поэтому, несмотря на свою дурную славу, борщевик сегодня интересен не только экологам, но и ученым, которые ищут способы превратить опасное растение в полезное сырье. Однако главная причина, по которой борщевик получил печальную известность, совсем другая. В соке растения содержатся особые вещества – фуранокумарины. Сами по себе они обычно не вызывают мгновенного ожога. Но если сок попадает на кожу, а затем этот участок освещается солнечным светом, кожа становится чрезвычайно чувствительной к ультрафиолетовым лучам. Поэтому покраснения и волдыри часто появляются не сразу, а спустя несколько часов или даже на следующий день. Чем дольше пораженная кожа находится на солнце, тем тяжелее могут быть последствия. Особенно чувствительны к воздействию дети, поскольку их кожа значительно тоньше. Иногда можно услышать, что борщевик способен обжигать человека даже без прикосновения. Это миф. В большинстве случаев опасность возникает только тогда, когда сок растения попадает на кожу. Однако во время скашивания или повреждения борщевика мельчайшие капли сока могут разлетаться вокруг. Именно поэтому косить его без специальной защитной одежды, очков и перчаток крайне опасно. Как же распознать борщевик? Высота растения может достигать 3, а иногда и 4 метров. Стебель толстый, полый внутри, с характерными пурпурными пятнами. Листья очень крупные, глубоко рассеченные, а белые соцветия образуют огромные зонтики диаметром до полуметра. Но здесь есть еще одна важная особенность.
Борщевик очень легко спутать с другими крупными растениями семейства зонтичных. Например, с дягилем лекарственным, дудником лесным или некоторыми другими видами. Именно поэтому никогда не нужно собирать незнакомые растения, ориентируясь только на фотографию в интернете. Даже опытные ботаники обращают внимание сразу на множество признаков. Если контакт с борщевиком все же произошел, необходимо как можно быстрее смыть сок большим количеством воды с мылом. После этого важно закрыть пораженный участок кожи от солнечного света и избегать воздействия ультрафиолета как минимум 2 суток. Если появились большие волдыри, сильная боль или сок попал в глаза, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Несмотря на всю опасность, борщевик остается частью природы. Он напоминает нам, что даже самые обычные на первый взгляд растения могут скрывать удивительные особенности. Одни помогают человеку, другие требуют осторожности и уважения. Чем больше мы знаем о растениях, тем безопаснее чувствуем себя в природе. Если вам понравился этот выпуск, поддержите канал «Лесное дело», поставь лайк и подпишитесь. Впереди нас ждет еще много интересных историй о самых удивительных растениях, деревьях и травах нашей природы. Всем спасибо за просмотр и пока!